И сегодня я хочу рассказать о том, как выбрать качественный промышленный крем и купить его в магазине или аптеке по цене от 5 до 15 евро. Почему именно этот бренд? Коротко перечисляя преимущества. Здесь я тоже могу ошибаться с произношением французских названий. Также они в составе включают классные активы, такие как лецитин, экстракты алоэ и центеллы. Например, крем на термальной воде за 12 евро 40 мл. Всем привет, с вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр. И сегодня я хочу рассказать о том, как выбрать качественный промышленный крем и купить его в магазине или аптеке по цене от 5 до 15 евро. Для тех, кто меня не знает, хочу уточнить, что на протяжении более 10 лет я готовила косметику своими руками и учила других людей готовить. Все рецепты я публиковала на этом YouTube канале. Но из-за войны с Украиной я уже более 5 месяцев нахожусь во Франции, и какое-то время я сидела без компонентов, из которых можно изготовить косметику. И когда мои кремы закончились, естественно, я отправилась в аптеку искать что-то приемлемое по составу, но вменяемое по цене. Многие аптечные бренды, названия которых я не хочу называть, цена флакончика которых 50-60 евро, я сразу же откинула. Глянув на пару составов таких кремов, я для себя поняла, что активные компоненты, которые будут воздействовать на кожу, потерялись где-то в конце этого состава за пустым наполнением крема в виде эмолентов, эмульгаторов и стабилизаторов. Скажите, пожалуйста, сделать ли короткие видео о том, как буквально за пару секунд определить, что дорогой крем содержит мизерное количество активных компонентов? Если интересно, оставляйте комментарии. И сейчас я хочу поделиться своим принципом выбора промышленной косметики. Лучше купить недорогой, увлажняющий или просто питательный крем, который будет содержать 1-2 активных компонента в нормальном количестве, нежели платить 50-60 евро за пустой состав и огромный список бесполезных активов, потому что их в креме содержится очень мало. После просмотра всего ассортимента косметических средств в большой аптеке мое внимание привлекла французская компания Léa Nature. У них есть линейка косметики для лица, и серия называется Jean Zac. Здесь я тоже могу ошибаться с произношением французских названий. Почему именно этот бренд? Коротко перечисляя преимущества. Первое – это простой, лаконичный и понятный состав. И главное, что только эта компания единственная на рынке. Она пишет не просто состав, а она расписывает, какой компонент, какую задачу выполняет. То есть мы четко можем понять, где эмульгатор, где стабилизатор, где консервант, а где активный ингредиент. И второй, я считаю, большой бонус – это цена. Баночка обычных увлажняющих питательных кремов может стоить 10-15 евро. Если это какой-то более функциональный крем, цена варьируется 15-25. Я считаю, это шикарная цена для французского крема с органической сертификацией. Третий большой бонус – многие кремы этого бренда производятся на классных эмульгаторах. Например, я для себя нашла обратный эмульгатор Neokia, на котором мы работаем. Часто в составах можно увидеть эмульгатор Olivem 1000, многие вам известный. Также они в составы включают классные активы, такие как лецитин, экстракты алоэ и центеллы, церамиды, пенсилингликоль. Я даже видела фото с фингазин, а также круто, что они консервируются натуральными консервантами. Давайте же перейдем к практической части и разберем пару составов. И первый из них это восстанавливающий и успокаивающий крем с центеллой. Данный крем я покупала за 13 евро 100 мл и выбрала я его по уходу за кожей рук, потому что моя кожа рук очень сухая и часто я использую кремы на обратных эмульсиях. И данный крем приготовлен именно на обратном эмульгаторе Neokia, который я люблю всем своим сердцем и часто сама с ним работаю. Далее в составе я увидела натуральные эмоленты, растительные экстракты, лецитин и, что очень важно для меня, это известные и понятные мне консерванты, которые производятся из растительного сырья. Такого состава более чем достаточно для качественного ухода за сухой кожей рук. Но могу сказать, что когда у меня была проблема и лицо было очень сильно пересушено, данный крем я мазала на лицо и все было нормально. Но давайте же посмотрим на состав другого формата. Например, крем на термальной воде за 12 евро 40 мл. Данный крем обещает нам густую, богатую текстуру крема и полную толерантность кожи. Основа данного крема – это вода и эмульгаторы. Затем идут эмоленты, глицерин, жирный спирт и масло ши. После них вы можете увидеть эмульгатор, бентонит, гидрогенизированный лецитин, а также натуральные растительные консерванты.
Затем идут знакомые мне загустители, витамин Е, молочная и фитиновая кислота как регуляторы кислотности. И в конце мы даже можем заметить крутейший актив фитосфингазин. Состав очень простой и лаконичный, он не богатый на анти-эйдж активы, и данный крем не разгладит вам морщины. Но данный состав я использовала зимой, когда у меня была сухая кожа, и крем отлично справлялся со своей задачей увлажнять и питать. И еще отдельно я бы хотела сказать о мицеллярной воде данного бренда, который я купила для себя по цене около 9 евро за 500 миллилитров. То есть данное количество мицеллярки я буду использовать, наверное, целый год. Состав данного средства запредельно простой и понятный, но косметика, даже водостойкая, смывается мгновенно. Основа мицеллярной воды – это вода и гидролат. Затем мы можем увидеть активные компоненты глицерин и бетаин для увлажнения кожи, а также бисоболол для успокаивающего эффекта. А затем самый важный компонент, а именно полиглицерил 4-карпат. Это гидрофильный эмолент, солюбилизатор и одновременно PEG-free сурфактант, который и является основным активом, обеспечивающим смывание косметики. Я рассказала вам о 3 косметических средствах, которые я не так давно открыла для себя, находясь во Франции. И советую вам обратить внимание на местные бренды той страны, в которой вы сейчас находитесь. Также в разборе составов косметических средств вам могут помочь специальные сайты, которые описывают действие того или иного компонента, или специальные приложения, которые наводишь на состав косметики, приложение его сканирует и рассказывает, что и зачем было добавлено в данный крем. Вариантов понять, что в баночке, очень много, поэтому я желаю вам удачи в поиске новой качественной косметики. Обязательно ставьте лайки данному видеоразбору и, конечно же, переходите смотреть другие видео, в которых я делюсь полезной информацией.